Roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorites. Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале КПД. С вами Артем Паршуков, и в этом видео мы поговорим на тему холотропного дыхания. Тот, кто сумеет преодолеть себя и избавиться от боли бытия. Со времен глубокой и далекой древности жили в мире шаманы, управленцы, рабочие, бездельники или цари. Так, по крайней мере, нам рассказывает история. Общество было самых разных взглядов, но подобная условная или номинальная кастовость сохранялась во всех содружествах и странах мира. Это были как бы основные модели поведения и мышления, которые автоматически зарождались в различных умах по-разному, склоняя людей к типичным формам характера, мышления и реакции. Общество автоматически кастомизируется и делегирует разным индивидам разные задачи, с которыми они должны без сверхусилий справляться. Но вот если неправильно делегируют, то сразу требуются мощные усилия для деятельности. Все это к тому, что каждый должен заниматься чем-то одним, чем-то своим, тем, что у него лучше всего идет без скрипа, без боли. То, что хорошо получается делать и повторять многократно в континууме. После такого исторического отступления можно перейти к нашей теме. Итак, холотропное дыхание возникло не случайно. Оно появилось в конце 70-х годов 20 века и было неким ответом на вопрос, как трансформировать себя без дополнительных психоделических инструментов или длительных курсов психотерапии. Но все, конечно же, было не сразу. Сперва хиппи, которые в тот момент активно существовали в США, изобрели и воскресили самые различные синтетические натуральные наркотики. Почему я сказал «воскресили»? Потому что все вещества давно были найдены и придуманы индейцами, африканскими шаманами, тибетскими ламами, восточными магами. Хиппи лишь приподняли и вспомнили то, что было активно задействовано в нашем прошлом нашего человечества. И в тот золотой период США, 50-е, 80-е годы, когда люди были почти счастливы, почти полностью свободны и были открыты к любви, ученые занимались изучением сознания и поиском эффективного метода исцеления сознания человека. Лучшие мастера, профессионалы, доктора науки изучали воздействие психоактивных веществ на сознание с целью освободить человечество от страданий. Их эксперименты были весьма успешны, эффективными и перспективными. Но в связи с общим хаосом в использовании наркотических веществ в тот период власти США вскоре запретили почти все известные на сегодняшний день наркотики. Запретили для всех, включая ученое сообщество. Сан-Франциско, конец 60-х. Особое время и место. Но никакие слова, музыка или воспоминания не вернут ощущение бытия в том времени и пространстве. Что бы ни было, это прошло. Станислав Гроф, американский психолог, один из пионеров психоделической терапии, который входит в число основателей трансперсональной психологии, вместе со своей женой изобретает метод холотропного дыхания. Аналоги подобной практики существовали во многих культурах мира на протяжении тысячелетий. Например, та же пранаяма в йоге, созданная для достижения просветления. Холотропное дыхание должно простыми и предсказуемыми усилиями ввести человека в измененное состояние сознания, для того, чтобы он познал себя и постепенно трансформировал свои негативные тенденции в позитивные свойства тела и психики посредством простой дыхательной техники. Холотропное дыхание несет в себе массу позитивных свойств, которые раскрываются постепенно. Сперва после нескольких занятий человек очищается от фобий и страхов на поверхностном уровне, а уже на последующих занятиях на более глубинном уровне. Дальше практик, который посещает занятия холотропного дыхания, приобретает эмоциональную устойчивость, стойкость, приобретает перманентное спокойствие и многое другое. Делая практику с каждым разом все более осознанно, с большей самоотдачей, с большей эффективностью, человек приобретает желаемые силы и избавляется от страхов, тяжести прошлого. В его сознании появляется баланс и порядок.
ясность сознания повышается, и практик становится неуязвимым к социальным внушениям, программированию от СМИ и рекламных агентств. Практик становится сам для себя опорой и может освободить себя от любых негативных привычек, может создать для себя по своему желанию приятные переживания. В общем, холотропное дыхание — это отличный метод для начала и продвижения на пути саморазвития, самосовершенствования и даже самотрансформации. Это способ форсированно погрузиться в себя и решить все тяготящие человека причины его внешних жизненных трудностей. Этот метод противопоказан 3 категориям людей. Тем, кто болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями или же болезнями дыхательной системы, беременным и людям с тяжелыми психическими заболеваниями. Хотя технология кажется простой и для стороннего наблюдателя она покажется простой практикой дыхания специфического, но это не так. Под термином холотропное дыхание находится ряд специфических условий, такие как специальная музыка на правильной громкости в течение определенного времени, особое помещение или пространство, заранее подготовленное особым образом для проведения занятий, определенные подготовительные упражнения с телом, начитка всей необходимой теоретической части с инструкциями и, наконец, сама техника специфической формы дыхания. Если какой-то из подготовительных элементов упущен, эффективность практики падает и стремится к нулю. Немалую роль играет и сам мастер, коуч, тренер, который ведет занятия. Его уровень самосознания должен быть высоким, его ум должен быть проработанным, а тело натренированным. Это как с приготовлением супа. Все ингредиенты должны быть свежими, подготовленными, укомплектованными по правильному алгоритму, иначе супа не будет. И завершая это видео, я бы хотел подвести такой итог. Практиковать данный метод нужно только тем, кто понимает, чего он хочет от жизни. Если вы еще как листик на ветру перемещаетесь от места к месту, вам такая практика будет рановато. Сперва узнайте, к чему и от чего вы идете. Вот тогда холотроп станет вашим транспортным средством, который поможет вам переместиться к вашей цели. Ну а на сегодня все. С вами был Артем Паршаков. Спасибо, что были с нами. Не забывайте задавать вопросы, писать комментарии, ставить лайк или дизлайк. Если вам нравится то, что мы делаем, если вам нравится содержимое данного канала, рассмотрите возможность поддержать нас. Мы вам будем благодарны и признательны. И мы вместе будем создавать что-то интересное и классное. Всего хорошего.